Так, я сейчас пробегаю, вспомнила, решила еще раз вам показать, потому что много новых зрителей, которые только подписались. Год назад я снимала о этом здании, о этом архитектурном шедевре, в котором была первая художественная школа Раевской. Она открыта была в 1874 году. Можете найти этот ролик на ютубе, он есть. Это первая женщина в империи, которая достигла, конечно, таких высот. Она поступила в институт, художественное училище на тот момент. И, в общем, успешно открыла в Харькове художественную школу. Жалко, окна вылетели, но дом цел. Ты к бабушке приехал? Да? К бабушке приехал? Папа. А? С папой приехал? С папой, да? С папой? Евгения говорит, везде Ну вообще. все, я видео вообще. снимаю. Да, здесь. Давай, давай. Да. Да, здесь. Да, Бабушка. здесь. Да. Еще. Идем, идем, Здесь. идем. Догоняет, побежал. Кто-то мне все время пишет, что у них одинаковая походка. Да, да, это точно. Присела поделиться с вами тем, что сейчас случилось. Я очень возмущена. Это так мягко сказать, что я просто возмущена. Моему возмущению нет предела. Нет, серьезно, правда. Значит, я сейчас зашла в магазин. Мне нужно было кое-что купить. Пока я стояла на кассе, стояла небольшая очередь. Передо мной был мужчина, а еще перед ним девушка. Девушка была с собакой. У нас на большинстве супермаркетов, маркетов, небольших магазинчиках такая вывеска: с собаками входить запрещено. Но все равно все люди входят в основном с собаками, если они не несут какой-то угрозы, особенно с маленькими собаками. Здесь я не знаю, какой породы была собака, но, по всей видимости, это еще был щенок. Щенок не маленький, но он у нее был на руках. В общем, этот мужчина, который передо мной, как начинает на эту девушку: девушка, кто вам разрешил с собакой входить? То есть он не охранник, он просто обычный посетитель. Ни охрана не возмутилась за собаку. Я же говорю, у нас табличка такая есть, но в основном все входят с собаками. В общем, кто вам разрешил входить с собакой? Эта бедная стоит с этой собакой, говорит: ну, мужчина, сейчас на улице может быть все что угодно. Вдруг воздушная тревога, вдруг что? Это еще щенок, он испугается. Я не могу его оставлять, мне нужно было срочно там что-то купить из продуктов. Вот, вы входите сюда. И он вообще, он начал, кстати, он с русского резко перешел на украинский язык. Я зараз, у нас, я буду говорить на русском, но он перешел на украинский. У нас нельзя, это противоречит нашему законодательству. У моєму місті такого не буде. Такой, знаете, вот здоровый лоб. Здоровый лоб. Не знаю, лет 40, вот так вот, 40 плюс-минус. Который начинает на эту бедную девчушку просто наезжать. Я не выдержала, уже сказала, что здесь такого, что она зашла с этой собакой. Эта собака ничего не трогает, она сидит на руках, она ж не уписалась. Ну, в общем, он там начал уже на всех наезжать. И он на эту девушку говорит: я пойду сейчас в отделение полиции, напишу на вас заявление. У меня просто челюсть отвисла. У меня просто отвисла. Говорит: а чтоб в следующий раз, типа, вам мне неповадно было. У меня отвисла челюсть. Я просто, знаете, я не представляю, чтобы мужчина адекватный, ну, в своем уме, пошел на девушку писать, на женщину заявление в полицию из-за какой-то, даже если не из-за ерунды, но из-за ерунды. Я вообще, честно говоря, у меня просто чуть челюсть не отвалилась после того, что он сказал. Но, понимаете, я так воспитана, для меня это нонсенс, чтобы мужчина, да чтобы вообще идти писать заявление друг на друга в полицию. Я не знаю,
До чего надо дожиться? Говорит, чтобы вы с шапками не шастали по супермаркетам. Во-первых, я вообще считаю, что априори человек, который ненавидит животных, это уже человек, мягко скажем, нехороший, потому что отношение к животным говорит очень о многом. Ну, я лично так людей сужу. Вы знаете, я не люблю, это такое исключение из правил. Я людей никогда не обсуждаю у себя на канале. Я не люблю, у меня есть такая поговорка: не суди, да не судим будешь. Но здесь вопиющий случай, которым я хочу поделиться. Я хочу услышать ваши комментарии, ну потому что в моем окружении это недопустимо. Да как это? У меня в окружении нет ни одного знакомого мужчины, который пойдет писать заявление в полицию еще и на девушку. Это я не понимаю, но для меня это такое было сейчас. Меня переполняют эмоции. Норочка всегда говорит, что каждый раз, когда вот хочешь что-то сказать, да, там плохое, нецензурное, надо говорить: меня переполняют эмоции. Ну серьезно, ну как? И это так? Здоровый такой лось. И на девчушку я пойду писать заявление в полицию. До чего мы дожили вообще? До чего? Я не знаю, куда мы катимся. Я, честно говоря, мы не катимся, нет, это отдельные индивидуумы, отдельные экземпляры, потому что на самом деле я такое вижу, в принципе, первый раз за последнее время. Это какой-то, знаете, исключение, потому что большинство людей все-таки сохраняют в себе адекватность. Но бывает и такое. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вообще писания заявлений, и вообще даже если вот у человека такое присутствует, он любит писать заявления, да как можно в стране, где идет вообще война, военное положение, на девушку идти писать заявление в полицию? Это все на полном серьезе. Говорит, я сейчас пойду и напишу. Ладно, друзья, вот так вот бывает. Погода просто прекрасная, поют птички, я не знаю, слышно вам, не слышно. Сейчас вам это все сказала, немного успокоилась, но на самом деле печально. У моєму місті такого не буде. Он уже, знаете, присвоил себе город, который принадлежит 2 миллионам харьковчан. Пошла я. Мне сейчас нужно Амиранчика кормить обедом. И Норочку, естественно. Просто у Амиранчика будет один обед, у Норочки совершенно другой. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов. Кто будет смотреть это видео уже перед сном. Не забывайте поставить видео лайк, хотя сегодня, наверное, это будет сложно. Но... Кто еще не подписался, подпишитесь, пожалуйста, чтобы не пропускать мои видео. Можете нажать колокольчик, вам будет приходить уведомление о новых видео.